великий завоеватель, превосходный политик, романтичный поэт, глубокий философ, искусный ювелир, умелый сапожник, ценитель искусства, музыки и литературы. Все это о султане Сулеймане Кануни. Наверное, не является секретом для всех любителей сериала «Великолепный век» тот факт, что кроме столь ценных характеристик Сулеймана, Сулейман был очень жесток, причем не только к своим подданным, но и по отношению к своим родным и ближайшим родственникам. Печально известные истории убийства им своих родных сыновей и внуков – яркое тому подтверждение. Говорят, что даже Хюррем боялась его гнева. Однако была и еще одна женщина, которую Сулейман обрек на мучение до конца ее дней. Эта женщина не была одной из его жен или наложниц, она вообще не имела ничего общего с гаремом султана Сулеймана. Эта женщина была родной сестрой Махидевран, Билкис Хатун. История того, как Махидевран попала к Сулейману, довольно необычна, и начинается она с того, что изначально в Стамбул привезли ее старшую сестру. А всего у Махидевран было 3 сестры. 2 из них вместе с Махидевран попали в Стамбул, и обе они были замужем за государственными деятелями. Данная история подтверждается исследованиями турецкого историка Дагана, которые он изложил в 2014 году. Историк утверждает, что после казни Шехзаде Мустафы и с того момента, как Махидевран поселилась в Бурсе, коротать ее тяжелые и полные горя дни прибыли 2 ее сестры. Все вместе они проживали в Бурсе до своей смерти. И, как недавно выяснилось, похоронены рядом друг с другом в мавзолее. Так вот, сразу после казни Мустафы Билкис потихоньку начала ненавидеть Сулеймана за его несправедливое отношение к Махидевран. После смерти племянника женщина взяла перо и решила излить все свое душевное состояние на пергамент. Это было письмо султану Сулейману, наполненное ненавистью, копившейся годами. В нем Билкис проклинала Сулеймана и пожелала падишаху утонуть в крови его сыновей от русского куска мяса. Послание разгневанной женщины было доставлено во дворец и передано адресату лично в руки. Сулейман даже не подозревал, что было в этом письме. Он с ужасом прочитал его и пришел в ярость. Султан приказал схватить Билкис Хатун и привести ее во дворец. Стража отправилась в дом, где жила семья покойного Шехзаде Мустафы. Когда они объявили, что пришли за Билкис, Махидевран перегородила им дорогу и сказала: «Ваш государь забрал моих сыновей, забрал моих внуков, а теперь хочет забрать и мою сестру, которая осталась без средств к существованию». Но Билкис Хатун была арестована. Когда стража уводила ее под руки, она не сопротивлялась и даже не проронила ни единой слезы. Женщина обернулась к своим сестрам и племянницам и произнесла такие слова: «Встаньте за мной, даже если я пойду на смерть, стойте прямо, не кланяйтесь, да будет Аллах нашим союзником». Билкис гордо подняла голову и молча пошла вместе со стражей. Женщину приговорили к немедленному заключению. Она провела в темнице 7 лет, и ни разу за это время она не плакала. Билкис молилась за души своих племянников, брата и сестер, которые несли траур по убитым. Невозможно себе представить, что чувствовала женщина все эти годы, находясь в постоянном заточении в темном, тесном и холодном помещении, где не было даже окна. Именно этого и хотел Сулейман. Именно потому он не казнил ее, хорошо понимая, что смерть стала бы спасением для Билкис Хатун. Он хотел, чтобы несчастная женщина до конца своих дней прожила в боли и печали, чтобы она до последнего вздоха расплачивалась за свои слова, написанные ему в том злосчастном послании.
Билкис Хатун умерла в стенах своей темницы, когда ей было 60 лет. Видя, что узница скоро распрощается с этим миром, начальник темницы пожалел ее и написал султану Сулейману письмо. В нем он сообщал о тяжелом состоянии заключенной и просил дать ей возможность увидеться с родственниками перед смертью. Но Сулейман строго запретил Билкис встречаться с кем-либо и приказал известить ее родных только когда она умрет. Это случилось в 1560 году. Когда женщина умерла, Махидевран вместе с оставшейся сестрой получила немедленное сообщение об этом. Они похоронили Билкис Хатун в мавзолее Бурсы. Вторая сестра Махидевран после своей смерти была похоронена рядом, а затем к ним присоединилась Махидевран Султан. Возвращаясь к этому самому письму Билкис, можно сказать, что оно стало пророческим. Билкис написала письмо в 1553 году, а в 1561 году Сулейман казнил своего сына Баязида, и всех внуков от Баязида тоже убили по приказу Сулеймана. Судя по тому, что султан Сулейман приговорил к пожизненному заключению одну из сестер Махидевран за то, что та написала ему столь гневное пророческое проклятие, не кажется ли вам, что Сулейман эту женщину сильно боялся? Иначе, как оправдать его безудержный страх перед столь жестокими и страшными проклятиями Билкис Хатун? Что вы думаете об этом? Поделитесь с нами в комментариях.